Всем привет, с вами Глебовский. Такой необычный формат Глебсблога. Это первый выпуск, в котором помимо меня есть... Энергензи. Это Райнхард у меня, вот этот персонаж. Это Overwatch 2. Вот, и мы как бы здесь взяли персонажей, взяли специальный режим, в котором можно удобнее было всего обсуждать всякие различные темы. Что ты скажешь по этому поводу? Есть какие-то мысли? Я бы хотел начать с того, что твой канал является таким экспериментальным проектом. Это все один большой эксперимент у меня, да. И это видно, потому что твой канал содержит как видео по геймингу, так видео по музыке. Да. И основной видео вот этого. И также прочие внеблоговые видео. Чисто экспериментальные видео. Что я, допустим, хотел бы видеть в будущем твоего канала, как его зритель, так это более живые блоги. То есть Глебсблог, как он существует, меня устраивает, Да. но я бы, допустим, хотел видеть живые блоги, где ты ходишь с камерой, что-то рассказываешь, что-то показываешь. Я считаю, что это было бы... жизни рассказывать, да. Да, я считаю, что это было бы крутым дополнением. Знаешь, я думал насчет вот этой темы, в том смысле, что у меня много-много чего записанного, и можно рассказывать какие-то воспоминания. Я на самом деле уже слегка это попрактиковал в последних пару видео, то есть рассказывал о чем-то, и, в общем-то... О, кстати, так даже удобнее, кстати, мне кажется. Так вот. И я использовал фрагменты из... как бы фрагменты фото и видео, да, в общем, как-то так. Неплохо. Да, и подобное стоило бы, наверное, развить как отдельный блок. Не, ну, с другой стороны, можно представить, но он как-то все равно будет подходить как какую-то очередную вариацию Глебсблога. На самом деле, если подумать, Глебсблог — это именно блог, в котором я просто обсуждаю себя, свою жизнь, прогнозы, то есть все то, что связано со мной и моим каналом, в первую очередь. А вот то, что ты предлагаешь, это, в принципе, может быть как отдельный блог, как-нибудь там назвать, Memories. Глебс Memories. Ну, так просто слишком много Глебс. Один только геймерстав. Из вставки. Ну, просто в том плане, что... Глеб Плейс. Глеб Плейс. Может быть, Memories, как это от слова мем. У меня была как-то эта мысль, хотя, я думаю, это вряд ли, с моим там мастерством озвучивания. Это мой любимый персонаж, если что. Потому что есть Райнхард, тоже мне нравится, но в первую очередь именно что солдат. О, давай здесь. Я продавец удочек, разве нет? Понимаешь, вопрос с блогами такой неоднозначный. Вроде бы нужен какое-то разнообразие, а вроде бы ты не знаешь, чем разнообразить, особо не знаешь. И тут нужно ломать голову постоянно. Какая-то вот такая тема, да. Как я предлагаю, допустим, начать записывать блоги, где ты просто, допустим, гуляешь по городу или что-то обсуждаешь, что-то типа как идущий к реке. Можно просто дополнить Глебсблог, типа, что я не просто сижу, а, допустим, где-то гуляю, или там сижу около беседки. Далеко не факт, потому что я не знаю, откуда столько еды брать. Вообще, это, я думаю, это вообще из области утопии. Проба еды. Да. А то я стану, ну, это как-то... а то я стану не какао, авокадо еще одним. Все. Блять, мне даже сложно представить Глеб в виде никогда авокадо. Просто толстый Глебовский. Представьте это все. Ну, это такая тема, ребят, знает, если честно. Так, что я еще хотел обсудить? Я еще хотел обсудить тему высшего образования. Ты будешь поступать в вуз, верно? Ну, по сути, я думаю, да. Но, хотя, с другой стороны, я бы, наверное, предпочел просто продолжить работать. Я вот тогда в прошлый раз не отмечал причины, но, пожалуй, раз это очередной Глебсблог, я отмечу причины, почему я решаю по возможности поступить в какой-то вуз. Ну, здесь такой момент, общесемейное волнение из-за того, что... Ну, затронем сейчас несколько серьезную тему. Типа, как бы не попасться ни под призыв, ни под мобилизацию. Хотя это маловероятно, но как бы на фоне этих обстоятельств не лишним было бы подстраховаться. Потому что считается, что... Мне рассказывали недавно среди моих близких случай был один там в Москве. Пара студентов, да, и их чуть ли не призвали не то что в армию, а там чуть ли не на войну прям. И им удалось как бы спастись тем фактом, что они официально учились. Их вернули назад, вообще просто назад в институт, назад в обычную жизнь. Вот. Это хорошо. Да. История с хорошим концом. Дабы иметь 100%, не 90 с чем-то там процентную гарантию того, что такое не произойдет, а 100%, лучше, не знаю, 100 поступить в какой-то институт, чтобы было какой-то алиби. То есть это не отсрочка от призыва, но алиби на фоне всех вот этих темных сторон вот этих жизней, если так можно выразиться.
Вот. Самый идеальный для меня вариант, хотя это один из наиболее сложных, считается, как я говорил, высшая школа экономики, состоит из разного рода факультетов, один из которых это дизайн. И нужное для меня направление в этом факультете это геймдизайн. Но основная проблема в том, что для того, чтобы поступить на бюджет, нужно набрать 290 баллов или выше. По-моему, там даже чуть выше 290 баллов. Это чтобы на бюджет. По ЕГЭ, да? Ну, вообще, в принципе, баллов. То есть, проходные баллы. Вот, и такая тема, для того, чтобы набрать 291 балл, это нужно за каждый вот этот 2 экзамена или там еще вместе с этим вот этот творческий конкурс там еще, нужно где-то по 98 баллов, ну, почти 100-бальником быть надо. И отдельно еще стоит отметить, что всего на факультет дается 60 бюджетных мест. Остальные это 250 платных. Но на днях, когда я ходил, 18 числа в 12 в Москву ездил, и узнавал от самого главного по направлению геймдизайна, типа куратора, сказал, что на бюджет не рассчитывайте, ребят. Рассчитывайте на скидку 70%. Но даже то, сколько нужно для вот этой 70% скидки, это, как мне кажется, куром насмех. Потому что 290, как ты помнишь, и выше, это типа бюджет, а 70% скидку для того, чтобы ее получить, нужно 280 максимум. Потому что иначе 270 у тебя будет 50% скидка, а если будет 260, то будет 25% скидка. А если у тебя будет еще ниже, так вообще иди плати целиком. Не самое приятное, это то, что за все обучение нужно платить 800, по-моему, 80 тысяч рублей. Поэтому для меня либо идти просто на платно, либо самый вот прям вообще простой вариант, но как бы со своими нюансами, это брать кредит на обучение. Хотя, с другой стороны, можно было отмазаться, зачем тебе обязательно ВШЭ, зачем тебе вообще этот геймдизайн? Ну, извините, это такая тема, если не обращать внимание на первую причину, которая была озвучена выше, то для меня дополнительная причина — это, во-первых, социализация, во-вторых, иметь возможность учиться в нормальном таком престижном вузе, даже смотря на нагрузку, в-третьих, с тем направлением, которое тебе нравится, которое дает тебе возможность именно творить вовсю, а это именно как геймдизайн, то есть большая площадка для творчества. Ну и, конечно же, собственно, нормальное трудоустройство, гарантия, что дадут нормальную работу. Но об этом надо еще подробнее узнать. И когда ты оканчиваешь 4-й курс, тебе даются 2 диплома. ВШЭ и какой-то лондонский какой-то документ, я сейчас не вспомню. Сейчас я только здесь тогда озвучу, попробую. Состоит программа из 4 курсов, то есть 4 года обучения. Сначала студенты создают цельный концепт игры на основе выбранной темы и осваивают необходимый дизайн программы. Потом на следующий год студенты разрабатывают платформе, мобильную игру, шутер, а в конце года образуются команды, что позволяет оценить нюансы совместной работы найти свое место. И есть 3-й курс, когда студенты выбирают одну из 3 специализаций и углубленно ее изучают, чтобы создать фундамент для своего карьерного развития после окончания университета. А потом уже после 3-го курса можно реально потому что работать, потому что следующий курс это просто подготовка к диплому. Студент выбирает наиболее интересный для него формат диплома: сборка, публикация небольшой игры, подготовка более сложного прототипа для поиска инвесторов или издателей, разработка игры для себя. Работа ведется с опытным дипломным руководителем, сопровождается исследовательской работой и защитой перед комиссией из представителей индустрии. ЕГЭ у меня по-русскому есть, но мне нужно узнать баллы, какие я сдавал, потому что я оценивал тогда примерно как бы на 4, то есть 70-75 баллов. Небольшой дисклеймер: готовлю оба экзамена, и русский, и литературу. Ну и вообще понять, вот если я беру в кредит, обязательно ли прям вот сдавать именно экзамены, если я прям вот беру кредит и с самого начала его оплачиваю, то есть оплачиваю себе все обучение, просто потом доплачиваю задолженность банку. Творческий конкурс заключается в том, что ты выбираешь темы, концепция видеоигры со схемой механик и зарисовками игровых экранов, то есть ты зарисовываешь всякую фигню. Остальные темы я решил опустить, потому что с темой я определился. Вот как раз саунд-дизайн считается вторичным направлением, но в принципе допускается для того, чтобы как-то показывать как один из составляющих элементов творческого конкурса. Кстати, а может быть не геймдизайн, может быть современное искусство, хотя я не знаю. Современное искусство — это такое расплывчатое и порой, по моему мнению, очень даже странное понятие. Какое-то абстрактное. Я бы лучше... Это как будто локальное комьюнити какое-то больше. Да, это какой-то... Иногда это достигает уровня пи***ца. Так что я тебе советую сосредоточиться. Даже на примере какой-нибудь тоже Европы, мне кажется, да? Тем более мы с тобой геймеры, так что советую остаться с гей-дизайном. Можно было пойти на комиксы, но как-то комиксы — это немного уже устаревшая для меня тема, где-то и вообще устаревшая. А геймдизайн — это будущее, это за играми стоит будущее. Это кажется, что это игры просто сел и поиграл с другом, а в будущем, извините, это будет форма познания особая.
это развиться все, и может быть видим и не такое. Тем более, учитывая то, что игры в будущем, наверное, будут через виртуальную реальность. Как я уже говорил, я считаю, что вуз — это такая херня, которую реально нужно попробовать. Типа... Я раньше считал, что зачем мне этот вуз? Я могу так образование получить нормально и зарабатывать деньги, но в зависимости от направления можно получить и не такое хорошее ваше образование. В любом случае, ты сначала заплатишь только за год, так что, как и многие делают, если тебе вдруг покажется, что обучение совершенно бесполезно для тебя и оно тебя никуда не приведет, Да. ты можешь просто уйти. Я вообще считаю, что я должен отучиться как минимум год, а потом после года понять, дальше продолжать или нет. Но если я захочу уйти после первого курса, я вместе с этим постараюсь тогда решить вопрос с кредитом. То есть, допустим, вернуть оставшуюся часть кредита, то есть с учетом, что я уже не учусь. Знаешь, что это мне напоминает? Это мне напоминает, когда я хожу в свой спортзал, точнее там спа, и там джакузи. Такие 2 джакузи. Ты ложишься, и там тебя массажируют. Вот, Глеб, представь, из-за того, что ты затронул метавселенную, представь, вот в будущем мы будем встречаться в Overwatch VR. Да, это было бы интересно. Типа, метавселенная, кстати, уже существует, и реально там уже люди тусят. Неплохо. Вообще, если честно, можем немного обсудить метавселенную, если хочешь. Упс. Во, а ты видишь тут этот большой катер? Точнее, паром. Если интересно, могу от себя добавить комментарий, по какой именно программе я буду учиться, когда я пойду в вуз. Давай. Интересно, в твой Глебс-блог немножко попадет история из моей жизни. Кусочек будет Кириллс-блог. Сейчас на часах февраль. Март, получается, у меня еще будет без приключений. Ну, как без приключений? И в апреле, 12 апреля или 14, я уже буду писать свой первый экзамен. И потом понесется экзамен по чешскому языку, экзамен по английскому языку, экзамен по чешской литературе, экзамен по философии, Неплохо. экзамен... Помочь. Ну, да, я, кстати, думал, что мне придется спрашивать у тебя тоже помощь, когда я буду особенно активно готовиться к философии. Я пока что не готовился. Да, я такой не готовился. Из тех направлений, которые я озвучил, какие бы тебе были бы интересно изучить поподробнее? Ну вот если бы меня так прям перло на дизайн. Дизайн интерьера. Я бы сказал, меня прям... Я когда вижу красивый дизайн интерьера в играх... реально, в последнее время красивый дизайн в интерьера только в 2 играх я заметил. Это Apex и Overwatch. Да, вот именно. Типа иногда... Дизайн интерьера, значит, открываем. Есть дизайн среды, а есть дизайн интерьера. Смотри, траектория обучения. На первом курсе студенты пробуют себя в 4 разделах дизайна среды. Малой архитектурной форме, выставочном и сценарическом пространстве, фасаде, ландшафтном дизайне. То, что было ближе к моему направлению в колледже. Параллельно первокурсники осваивают все необходимое, компьютерные программы, развивают пространственное мышление, учатся макетированию дисциплинах арт-практики и получают мощную теоретическую базу на занятиях по истории и теории искусства дизайна. На втором курсе студенты профессионально развиваются, последовательно выполняя дизайн-проекты для учебного кластера, офиса, жилого интерьера и интерьера ресторана. Для этого они осваивают цифровое черчение, нормы проектирования и эргономики, свойства материалов, геометрию конструкций. Третий курс. Третьекурсники проходят все этапы проектирования магазина, реконструкции гостиницы и музея, а также погружаются в особенности технологий светодизайна. Особенность третьего курса состоит в том, что каждый модуль студент выбирает один из широкой линейки вариативов, чтобы попробовать себя в новом, непрофильном для себя направлении дизайна, моды или современного искусства. И четвертый курс. Студенты работают над дипломной работой, которая должна стать самостоятельным комплексным проектом, не только агрегирующим все полученные за время обучения компетенции и знаний, но и заметным для индустрии. Возможные темы проекта для творческого конкурса. Серия изображений визуализирующих пространство и эскизы серии элементов интерьера. Как-то так. Вы у меня в прицеле. Покажи, чего ты стоишь. Люблю запах тактического превосходства по утрам. Так, следующий вопрос, похоже, по поводу дизайна. Из моды. Какие бы направления моды ты бы взял? И всего 3, правда. Дизайн одежды, фотография или брендинг в индустрии моды? Я считаю, что, наверное, дизайн одежды, если честно. Давай. Траектория обучения.
Первый курс. Студенты изучают основы современного дизайна в моде, творческие источники, поиски идей, принципы работы с формой, цветом, материалами, составление мудборда, создание эскизов и прототипов, основы презентации коллекции. Параллельно студенты осваивают дизайнерский софт, основы конструирования и технологии производства швейных изделий, развивают насмотренность и вкус, общие принципы творчества и визуальной коммуникации бренда. Второй курс. Студенты создают 2 коллекции на основе изучения исторического этнического костюма и социокультурного феномена и презентуют их в виде показа, транк-шоу или шоурума. Третий курс. Студенты создают капсульную коллекцию или коллаборацию, коллекцию Sustainable Fashion, а также подиумную коллекцию коллективного бренда студентов школы дизайна и представляют ее на показе. Параллельно студенты совершенствуют навыки конструирования одежды и расширяют свой кругозор за счет широкой линейки вариативных дисциплин школы дизайна. Вот, и последний курс. Вот, студенты готовят авторскую коллекцию одежды минимум 7 образов, работа на которой начинается глубокое изучение темы и завершается съемкой лукбука, демонстрацией моделей и презентацией проекта в виде рабочей книги. Вот. И возможные темы проекта для творческого конкурса, проект коллекции одежды в виде серии эскизов модели одежды, а также как возможные, но не обязательные части одного готового изделия, например, футболка, фартук, платье, платок или фотографии изделия. Проект коллекции аксессуаров, как другой вариант, проект коллекции аксессуаров или украшений в виде серии эскизов, а также как возможные, но не обязательные части готового изделия или фотографии изделий. Или же постановочная фэшн-съемка, демонстрирующая варианты фотографического и стилевого решения выбранной темы, или же презентация, представляющая исследование исторического периода в моде, творчество дизайнера или модного дома. Что можно сказать? Ну, звучит на самом деле реально интересно. Вот, и давай попробуем про современное искусство. Какое из этих направлений тебе интересно? То есть это последнее направление. Современное искусство, то есть оно же экранное искусство, саунд-арт и саунд-дизайн, концепт-арт и метавселенные, или же фигуративное искусство. Что тебя интересовало бы? Блин, ну если честно, из этого вряд ли что-то. Типа из этого вот прям дохлый номер. То есть тебя бы интересовал по итогу бы дизайн интерьера и дизайн одежды. То есть интерьер и одежда. Да, потому что на самом деле, как я уже говорил за кадром, я больше просто по техническим вещам специализируюсь. То есть я особо не умею работать со звуком. То это есть твой конек работать со звуком. Образы и вот это все такое, да. А я иду чисто в геймдизайн, как бы это более общее понятие с точки зрения разработки игр. Более в звуковой. Ну, там сказали, что звукодизайн это вторичный момент. Там не слишком будут много уделять время саунд-дизайну. Ну, по крайней мере, ты когда будешь работать в реальной жизни, это будет твое главное. Ну, зато я предназначение. буду сам изучать саунд-дизайн, как бы дополнительно, но изучать остальные направления. И вообще, может быть, стать действительно, помочь себе стать именно таким самостоятельным разрабом игр. К тому же у меня уже немножко назревает идеи для будущих проектов, идеи. Ну, в общем, это по поводу курсов. Смотри, какие мы темы за сегодня затронули. Это, получается, мы сначала поговорили про канал, а потом, вроде, потому что сразу перешли на Час шею. прилива. По-моему, вот эти 2 темы мы за сегодня затронули. Целюсь. Я думаю, все, можно... Типа, глеб-блоги у тебя обычно очень короткие, так что можно подводить блог к концу. Давай подведем тогда вот прям вот краткие итоги сейчас. В общем, было здорово обсудить касаемо идей, планов на будущее по поводу канала. И здорово было с тобой обсудить вот эту тему высшей школы экономики. Но вообще главное все-таки куда-то поступить, чтобы было вот это то самое алиби. Ну а поскольку мне предложили не так давно геймдизайн, ВШЭ, то почему бы и нет, просто придется, наверное, пойти. Как-то так. Но будем думать, все может быть, лишь бы все было хорошо и нормально. Что ж, друзья, спасибо за просмотр, не забудьте подписываться на канал, ставить лайки. Думаю, мы будем почаще делать такой формат, да? То есть общаться именно вот в таком видео, в разных, может быть, даже играх, не обязательно в Overwatch. В общем, друзья, спасибо за просмотр, не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять отзывы в комментариях. Я ручаюсь как можно скорее выложить это видео, или больше я про себя говорю. А так, спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока.